Уважаемый господин президент, большое спасибо, что уделили нам время. Для нас настоящая честь находиться здесь. Очень приятно. Господин президент, мы встречаемся в Минске в очень нестабильное время для всего мира. По всему миру бушуют конфликты, их гораздо больше со времен Второй мировой войны. Хочется спросить, вы оптимист или пессимист относительно той ситуации, которая складывается в мире? 50-50. Сейчас ситуация такая, но я хотел бы быть оптимистом. И вы, и я, и все, мы хотим жить, нормально жить, и вот такой спокойной стране, красивой стране, каковой является Беларусь, где можно, как вы сказали, и работать, но и находить время для отдыха. Unfortunately, for where our network is coming to our audience from, Al Arabiya, we're based in Riyadh. Мы в регионе нашего канала, в Риаде, живем в очень нестабильном регионе, но и Беларусь, можно сказать, сейчас находится в очень нестабильном регионе. Уже 4-й год длится конфликт в Украине, и хотелось бы узнать, есть ли надежда на мир? Как вы считаете, какие должны быть для этого предпосылки, и как, с вашей точки зрения, должен выглядеть прочный мир? Ну, вы знаете, у нас очень точно и правильно говорят, что надежда умирает последней. Поэтому мы надежду эту не теряем. И вы очень точно заметили, что мы с вами живем сегодня в таких регионах, в самых опасных регионах, где идут войны. Поэтому порой приходится только надеяться. Ну, а то, что надежда на мир есть всегда, ну, это классика. И не только потому, что это классика, что это правило основной жизни людей, надежда на мир. Мы всегда надеемся на мир, потому что нас история к этому сподвигла. В отличие от вашей родины, мы всегда жили и живем в этом котле бурлящем на перекрестке Европы и Азии. И все самые тяжелые войны, столкновения, конфликты, они происходили именно здесь. Мы часто вели не свои войны, но на нашей земле они всегда происходили. Это в Австралии, на краю планеты, как мы это понимаем, всегда, в общем-то, было тихо и спокойно. Хотя это относительное такое понятие. Всегда что-то происходило. Не войны, ну так какие-то природные катаклизмы, которые очень хорошо вам знакомы, в отличие от нас. Но мир очень неспокоен сейчас именно из-за человеческого фактора. Не Господь нам подарил эти войны, это мы сами к этому пришли. Поэтому нам надо и думать о том, как эти войны прекратить. Что касается вашего подтекста вопроса о не только надежде и можно ли вообще прекратить эти войны, особенно здесь, в нашем регионе, да и не только в нашем, но и в вашем регионе, где вы работаете, на Ближнем Востоке, как никогда. Раньше, как никогда раньше, мы имеем такую возможность прекратить эти войны. Все зависит от желания буквально нескольких человек. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить. Что касается Ближнего Востока, там и вариантов других нет. Там нет вариантов, как прекратить войну. И она в этом году будет прекращена. Я надеюсь, что даже в ближайшее время, прежде всего между Соединенными Штатами Америки и Ираном, ну, как принято говорить, хотя я не считаю, что это война между американцами и иранцами. Это война, прежде всего, между Израилем и Ираном, в которую американцы оказались втянутыми из-за недальновидной позиции и политики отдельных руководителей Соединенных Штатов Америки. Но обстоятельства таковы, что они диктуют прекращение этой войны. И я знаю позицию президента Соединенных Штатов Америки, от которого многое зависит в прекращении этой войны. Он нацелен на то, чтобы эту войну прекратить, еще раз подчеркиваю, потому что другого выхода нет, другого решения здесь нет.
И в этом отличие этого конфликта в Ормузском проливе, Оманском заливе от войны в Украине. Здесь более сложный конфликт, нежели там, в Иране. Поэтому объективные обстоятельства и условия заставляют американское руководство прекратить американское давление, военное давление на Иран. Ну, а Израиль будет зависеть полностью от позиции Соединенных Штатов Америки. Поэтому в этом году, я считаю, эти конфликты можно прекратить, и я даже не надеюсь, а у меня уверенность такая, что они будут прекращены. You've raised the conflict in Iran, so perhaps I'll jump to that and we can get into that more deeply. Раз уж вы затронули вопрос конфликта в Иране, я бы хотела немного подробнее поговорить о нем, а к Украине вернуться немножко позже. Вы сказали, что Америка имеет возможность закончить эту войну. Как вы думаете, может ли Америка оказать влияние на Израиль, чтобы Израиль прекратил свою агрессию против Ирана? Stop its aggression as well. Does Donald Trump have that power? Абсолютно может. И некоторые факты последнего времени об этом говорят. Вы знаете, вот открытый такой в средствах массовой информации конфликт между Трампом и Нетаньяху, где Трамп в свойственной для него манере упрекнул Нетаньяху, который по-прежнему, как и раньше, атакует Ливан. Но это было одно из условий Ирана – не атаковать Ливан во время попытки договориться. Но Израиль в свойственной для него манере, ему все, видите ли, позволено, начал бить по-прежнему, как и раньше, по югу Ливана и не только по югу. В результате гибнут ни в чем не повинные люди. И когда Трамп одернул Нетаньяху, удалось все-таки приостановить Израиль. Это показало полную зависимость Израиля от Соединенных Штатов Америки. И Дональд Трамп сказал, если он не будет слушаться его, то он останется Израиль, останется в одиночку. Этого больше всего Израиль боится, потому что Израиль расположен относительно недалеко от Ирана. И у Ирана есть все возможности для того, чтобы атаковать Израиль. И если не будет американских ракет у израильтян, то этот так называемый золотой всепогодный купол будет пробит, и евреи на своей земле получат то, чего они не хотят, и то, чего они не ждут. Поэтому последние события, произошедшие в отношениях между США и Израилем, говорят о том, что Израиль полностью зависим от США. Да это без событий понятно. Израиль не та страна, которая обладает колоссальными ресурсами, как, допустим, Россия в конфликте с Украиной, чтобы воевать с Ираном. Тем более, что Израиль окружен мусульманским миром. Да, он разнороден, мусульманский мир сегодня. Они не могут договориться, у них нет этого единства. Но кто его знает? Я всегда говорю, что война непредсказуема. Она может развернуть события в таком направлении, которое в мирное время трудно предсказать. Поэтому здесь надо Израилю быть поаккуратнее, поосторожнее. Они уже так в мировом сообществе получили такой рейтинг, что дальше некуда, разбомбив Газу. Даже в историю многие посмотрели. Какой Холокост? Какой может быть Холокост, о котором израильтяне говорили, когда они убили столько людей, и прежде всего женщин и детей? Детей ведь в Газе погибло много. Там вообще все стерли с лица земли. Какой-то курорт собираются на костях людей построить. Это же глупость полная. Поэтому Израилю тоже надо взять, как у нас говорят, голову в руки и подумать о своем дальнейшем существовании. В противном случае им не поможет и ядерное оружие. И потом, ну а что вы требуете от Ирана по этому ядерному оружию? Если исходить с позиции справедливости, Соединенные Штаты Америки имеют ядерное оружие? Имеют. Ну ладно, США давно... Родоначальники ядерного оружия давно имеют. Но Израиль помалкивает ведь о том, что у них есть ядерное оружие. Иранцы могут спросить, а почему они не могут иметь ядерное оружие?
Тем более рядом мир, Индия, Пакистан, ядерные державы. Почему Иран не может иметь ядерное оружие? Если по справедливости, то давайте ликвидировать будем потихоньку, поэтапно все ядерное оружие в мире. Но если это фактор сдерживания и фактор того, что на тебя никто никогда не нападет, если ты имеешь ядерное оружие, ну тогда Иран имеет право, как и другие страны, с целью своей защиты иметь это ядерное оружие. Но это если говорить о ядерном варианте. Что касается блокировки Ормузского пролива, вы знаете, я не думаю, что иранцы хотят там прекратить судоходство. Это не в их интересах. Потому что если будет блокирован Ормузский пролив, то богатые страны залива найдут другой путь. В конце концов, проложат трубы туда, куда надо, с севера на юг через Оман, и в Индийском океане будут заправлять свои танкеры и так далее и тому подобное. Поэтому это не в интересах Ирана, но они хотят получить компенсацию за ту агрессию, которая произошла против Ирана. Мы тоже их понимаем в этом плане. Поэтому надо Израилю и США, которые атаковали Иран, подумать о том, как они будут компенсировать этот ущерб. То есть здесь очень много проблем, которые надо решать. И эти проблемы могут быть решены только за столом переговоров. Военного решения ни у одного, ни у второго конфликта нет. Ни в Украине, ни на Ближнем Востоке. Нет военного решения. Поэтому надо одуматься, как я сказал, голову в руки взять и подумать, что погибнет очень много ни в чем не повинных людей. Вы упомянули вопрос ядерного оружия, который был фактором не только в начале этого конфликта, но и является фактором в сторону завершения этого конфликта. И несмотря на все усилия США, создается впечатление, что многие страны, наоборот, хотят иметь ядерное оружие для того, чтобы защищать свои страны после вот такого нападения. То есть создать какой-то зонтик защиты, в том числе с ядерным оружием. Ну да, многие страны об этом говорят. Но это путь в никуда, это путь на уничтожение. Потому что если у тебя есть ружье, оно висит на стене до поры до времени. Но ружье для того и предназначено, чтобы из него стрелять. Поэтому мы сегодня говорим, что ядерное оружие – это фактор сдерживания. Да, сегодня это видимо так. Видимо так. Я так глубоко не погружался в эту тему. Но обладать ядерным оружием странам всего мира – это путь никуда. Рано или поздно может возникнуть ядерный конфликт, и планета будет уничтожена. Поэтому я не сторонник того, чтобы страны мира имели это ядерное оружие. Я за ядерное разоружение, и это должно касаться всех. И России, и Соединенных Штатов Америки, и Китая, и Израиля, и Индии, там, Пакистана и других стран. А это должно касаться всех. Потому что, ну, знаете, как-то отбомбили Иран, но этим самым они не остановят разработку ядерного оружия в Иране. Наоборот, еще больше подстегнут. В Иране много сделано ошибок, если углубляться, опять же, в этот конфликт, их можно называть, но одна из ошибок Соединенных Штатов Америки и Израиля стоит в том, что они сплотили довольно разобщенное общество Ирана. Общество Ирана было в какой-то степени разобщено до этого конфликта. Американцы и израильтяне помогли сплотить это общество. С их точки зрения это ошибка, для Ирана это хорошо. И я абсолютно уверен, что разработка ядерного оружия в Иране, если она существовала до сих пор, будет продолжена. Еще и потому, что вторую ошибку, которую допустили американцы прежде всего, они не согласились на то, чтобы Иран, ну, я из средств массовой информации получил информацию, Иран предложил вывести ядерные материалы, которые они наработали, обогащенные ядерные материалы для создания оружия, предложили вывести в Китай. В Россию россияне предлагали. Почему американцы не согласились, чтобы Иран вывез это
обогащенный уран этот в Китай. Почему не согласились? Китай ядерная страна, она вырабатывает обогащенное ядерное топливо для оружия ядерного. Никто не запрещает Китаю, никто не давит на Китай. Ну пусть бы туда вывезли. Что это такое большое бы преимущество дало Китаю? Нет, абсолютно нет. Китай не обладает тем количеством ядерных боеголовок, что Россия и Соединенные Штаты Америки. Ну пускай бы в Китай вывезли, были бы под контролем эти материалы. Ну, я могу привести пример по Беларуси. В Беларуси сегодня в наличии материал, но он под контролем МАГАТЭ. Мы когда-то с этим согласились. И мир не имеет к нам никаких претензий. Хотя мы этот ядерные материалы имеем. Точно так могли бы контролировать и в Китае. Но американцы уперлись. Я уверен по политическим мотивам. Как это так? В Китай. Китай главный соперник Соединенных Штатов Америки. Надо с этим согласиться. Главный соперник, который развивается быстрее, чем Соединенные Штаты Америки. И чего было препятствовать? Пускай бы Иран вывозил туда. Иран не отдаст ядерные материалы Соединенным Штатам Америки. Не отдаст. Это тоже по таким принципиальным политическим и дипломатическим соображениям. Как отдать агрессору эти материалы? Надо было двигаться в этом направлении. И виноваты здесь израильтяне и, прежде всего, американцы. Я думаю, разрулят они эту ситуацию, американцы, потому что выхода другого нет. Турция, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Эмираты и так далее, они все за то, чтобы прекратить эту стычку и начать устанавливать нормальные отношения. Все перечисленные мною страны об этом Трампу сказали. Мы не хотим там войны. Почему, вы тоже знаете. Поэтому объективные такие обстоятельства заставляют американцев двигаться дипломатическим путем для прекращения войны. Вы упомянули о том, что США как будто бы тянет с завершением этого конфликта, но в то же время президент Трамп обвиняет иранцев в том же самом, что они затягивают с мирными переговорами, не хотят начинать этот процесс. Как вам кажется, стоило ли Ирану действовать быстрее в этой ситуации, стоило ли им пойти первыми на этот шаг? Прежде всего, надо быстрее, если пользоваться вашей терминологией, прежде всего, Соединенным Штатам Америки надо быстрее действовать. И поменьше должно быть вокруг этого разговоров со стороны Трампа и других советников его, а должно быть движение. В данном случае многое зависит не от Ирана, а от Соединенных Штатов Америки. Объективно на Иран воздействуют все его союзники. И прежде всего Россия, Китай, они просто подталкивают Иран к тому, чтобы была заключена, как Трамп говорит, сделка, чтобы дипломатическим путем прекратить этот конфликт. Он очень сильно, в отличие от украинского конфликта, влияет на мировую экономику прежде всего, на жизнь людей. Поэтому дело не в Иране. Иран просто порой реагирует на действия Соединенных Штатов Америки, которые прежде всего затягивают этот конфликт. Иранцы действуют просто. Раз вы так себя ведете, мы тоже будем себя вести таким образом. Но это то, что мы с вами видим на поверхности. Мы не видим с вами глубины, потому что мы не участвуем в этих переговорах. Там под этим покрывалом могут быть разные тенденции. И учитывая, что в Соединенных Штатах Америки иногда утром говорят одно, вечером другое, тут трудно понять, что происходит на самом деле. Я вам вначале предложил проанализировать основные объективные вещи, которые влияют на конфликтующие стороны, на США, Израиль и Иран. А объективные причины толкают к тому, чтобы конфликт этот был закончен. The Middle East is certainly experiencing a
Сейчас мы наблюдаем некоторую переформатизацию на Ближнем Востоке. Вы упомянули, что есть страны, которые договариваются между собой, страны, которые влияют на Иран, и они подталкивают Иран к завершению этого конфликта. Но в то же время можно обратить внимание и на то, что Иран наносит удары по союзникам США, Иран, как вы сказали, отвечает на действия США, и отсюда возникает вопрос, способны ли США защитить своих союзников в этом регионе, и способен ли Иран быстро завершить этот конфликт. Вы правильно расставили эти акценты. Действительно, Иран подталкивают крупные страны в виде Китая, России, Индии, которые очень много покупали углеводородного сырья в Иране. Они подталкивают, и Пакистан в том числе, где шли переговоры эти, они подталкивают Иран спокойно, может даже в таком, если можно так сказать, в дружественном ключе, подталкивают Иран, чтобы договориться. С другой стороны, я об этом вам сказал, это мне точно известно, Турция, Саудовская Аравия, не бедные страны, очень мощные страны, тот же Ирак, Бахрейн, Эмираты и другие страны залива, они заявили Трампу, что хотят дипломатического урегулирования этого конфликта. Ни одна из стран-союзниц Соединенных Штатов Америки, если их можно так назвать сейчас, не выступила за продолжение конфликта, чтобы наказать Иран. Несмотря на то, что у некоторых стран, ну, допустим, как у Эмиратов, с Ираном были острые вопросы, и я бы не сказал, что они друзья. Но, тем не менее, руководство Объединенных Арабских Эмиратов прямо заявили Трампу о том, что войну нужно здесь заканчивать. Надо договариваться. Почему? Это всем понятно. Поэтому, с одной стороны, союзники Израиля и США, ну, скорее всего, США. Какие могут быть союзники Израиля, мусульманские страны? Никакими они союзниками, наверное, уже никогда не будут, они и не были союзниками. Но это союзники США. На их территории расположены базы Соединенных Штатов Америки. Поэтому конфликтующие стороны подталкиваются разными странами. Вы об этом сказали. Но Иран ведь наносит удары по базам Соединенных Штатов Америки, по базам, которые расположены в Персидском заливе. Правильно они делают или нет? С точки зрения Ирана правильно, война идет. А как иначе? Да, вы можете сказать, что некоторые беспилотники, которые запущены с территории Ирана, попадают и на жилые кварталы. Ну так это и есть недостаток этих беспилотников или объективная реальность с этими беспилотниками. Работают системы подавления беспилотников, системы РЭБ, и в связи с этим беспилотники отклоняются от цели и падают, топливо закончилось или еще там по каким-то причинам, они падают туда, куда их не направляли. Мы это тоже испытываем сейчас со стороны Украины и России. Они между собой воюют, а беспилотники на нашу территорию залетают. Вот недавно отклонился один из беспилотников, прямо с территории России, Смоленской области, залетел и взорвался на территории Беларуси. Причина – работа систем радиоэлектронной борьбы. Точно так и там. Но Иран атакует базы Соединенных Штатов Америки. Агрессора, как они считают, который атаковал Иран. Что тут не так? Все так. Поэтому, да, воюют Израиль, США с одной стороны, Иран с другой, подталкивают с одной и с другой стороны эти воюющие силы определенные страны. И, как вы обозначили это, мир сейчас там, на Ближнем Востоке, переформатировался. Это тоже правильно, но я думаю, это временное явление. Там не будет никогда того, что было до этого конфликта. Там мир, вот он переформатировался, не факт, что он таким останется, но он уже таким, как был до войны, не будет.
И это тоже, кстати, проблема будущего. Всегда, начиная что-то, надо думать о том, что будет после этого, что будет потом. Ну вот Соединенные Штаты Америки нанесли удар по Ирану. Ну и что? Ни одна из проблем, ни один из вопросов, которые они ставили, ни одна из задач, которые надо было бы американцам решить в Иране, не решена. Наоборот. Поэтому надо думать, если ты особенно вторгаешься в чужую страну, ну что дальше? Иран ракетами не победить. Огромные территории. Ни одну из стран невозможно победить ракетами. Да, можно разрушить, можно разбить, разрушить и так далее, но нужна наземная операция. Никогда Соединенные Штаты Америки не пойдут на крупномасштабную наземную операцию, даже на малую операцию, потому что будут тысячи погибших американцев. Это Америка не переживет, особенно в той ситуации, которая сегодня складывается в Соединенных Штатах Америки против правящей республиканской партии. Считаете ли вы, что Соединенные Штаты Америки совершили фатальную ошибку, начав этот конфликт? Фатальную ошибку совершили. Этого нельзя было делать. Как вы думаете, США пошли на это сами или их, так скажем, подтолкнул к этому какой-то союзник? Ну, слушайте, то, что Израиль втянул Америку в эту войну, это факт. Большой, малый факт, не знаю. Время покажет. Но то, что американцы не та страна, которую можно, знаете, на поводке коротком водить, это тоже факт. Поэтому невозможно было Америку втянуть в этот конфликт, как какого-то ягненка, если бы они сами этого не хотели. Они считали, что таким образом они могут решить любую проблему военным путем. Вот ракеты, бахнем, и все будет окей. Нет. Поэтому да, Израиль провоцировал Соединенные Штаты Америки. Да, израильское лобби в Соединенных Штатах Америки очень мощное. Это мы признаем. Богатые, мощные люди, они влияют. Но ты президент. Твои советники, помощники по национальной безопасности, Министерство не то войны, не то обороны и так далее, госсекретариат, они же тоже головой должны были думать, что потом. Поэтому сказать, что вот Израиль, страна, которая еле заметна на политической карте мира, втянула такую мощную, такого слона в эту войну, было бы смешно и неправильно. Американцы хотели, скажем так, хотели быть втянутыми в эту войну. I'm going to bring us back now away from the conflicts in the Middle East to refocus our attentions on your region and conflicts closer to home. Давайте вернемся из региона Ближнего Востока в наш регион поближе. Беларусь ведь тоже находится в не самой простой ситуации и в последние недели оказалась в центре внимания СМИ, потому что Владимир Зеленский заявил, что Путин планирует развернуть новую атаку на Украину с территории Беларуси. Скажите, пожалуйста, обсуждалась ли с вами такая возможность? Может быть, президент Путин с вами такое обсуждал? Да, мы такую проблему обсуждали, но только не в том ключе, в котором средства массовой информации обсуждают. Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первое, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении, если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом. Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина
народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных. За что? Зачем им погибать? Третье. Фронт для России, если бы она атаковала Киев с территории Беларуси, то фронт для России прежде всего, ну, естественно, и для нас, будет увеличен на 1500 километров белорусско-украинской границы. Мы с россиянами при нынешнем течении войны не сможем обеспечить защиту этого участка с учетом того, что у войск НАТО и стран, которые поддерживают Украину, с учетом этого, что они введут свои войска на территорию Украины, и эта война приобретет новое качество. Это будет война Беларуси и России против блока НАТО. Хотя я не исключаю, что это может быть и без этого. Поэтому, ну и есть ряд других причин, гуманитарных, там, семьи наши. Вот я вчера получил доклад нашей разведки о настроениях по ту сторону границы украинской и в Беларуси настроения. Там же все переплетено. В Украине живут семьи белорусов. В Беларуси у нас, там на юге Беларуси, живут семьи украинцев. Есть там совместные семьи, переженились, все детей вырастили, жили как нормальные люди, границы же не было. Украинцы к нам приходили через границу, белорусы в Украину свободно ездили, в свое время я туда, в Украину ездил. Даже мои корни где-то между Черниговым и Киевом зарыты, моих предков. Понимаете, насколько все переплетено. И ряд других моментов. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать? Нет. Поэтому мы с Путиным обсуждали эту проблему в связи с тем, что эта проблема всегда существовала в средствах массовой информации. И я вам искренне говорю, дословно могу сказать, что мне сказал президент России. Да, говорит, мы понимаем, что вступление Беларуси в каком-то качестве в войну, в конфликт, неприемлемо. Это больше будет вреда, чем пользы. Вот если честно отвечать на этот вопрос. Ну, я вам скажу так, что вы, средства массовой информации, несколько накрутили эту тему. Ну, а Зеленский подыграл. Он еще начал заявление делать против Беларуси. Я сначала задумался, зачем ему это надо. Ведь он понимает, и военные ему докладывают, это я точно знаю, что никакой опасности со стороны Беларуси нет. Он это понимает. Но тем не менее он делает эти заявления. Зачем? Считаю, что Запад подталкивает Владимира Зеленского к таким заявлениям. Ведь украинцы не заявляли раньше о том, что Россия нападет с территории Беларуси или белорусы нападут на Украину. Не заявлял. Больше всего беспокоились европейцы. Но мне кажется, произошло давление западных стран на Зеленского. А ты что молчишь? Мы за тебя говорим, а ты молчишь. Ну вот он и сделал эти неуклюжие, ненужные абсолютно заявления. Мы видим, что Зеленский укрепляет северную границу, то есть стягивает туда дополнительные ресурсы. Как вы думаете, может быть, это его попытка показать своим западным союзникам, что он как-то реагирует на угрозу? Нет, он не стягивает никакие туда ресурсы. Во-первых, мы это заметили. Наоборот, когда вот этот в средствах массовой информации словесная перепалка дошла до своего апогея, украинцы примерно на 40 километров, те войска, которые у них там были, а в основном это территориальные войска, то есть гражданских людей призвали в основном, они на 40 километров от границы отвели. Эти войска отведены были. Вы говорите, стягивает.
Он, даже если бы хотел что-то стянуть, у него такой возможности нет. Уже Запад ему намекает на то и в открытую говорит: тебе не оружие надо, тебе нужны люди, у тебя не хватает на фронте людей. Откуда он может стянуть? С зоны активных боевых действий он не может их стянуть, там, где идут боестолкновения россиян с украинцами. Они идут на протяжении 1000 километров фронта. Ни с Донбасса, ни с Запорожья, ни с Харьковского направления или Луганского он не может оттуда взять войска, чтобы переместить на белорусскую границу. Поэтому мы понимаем, кто против нас на той стороне находится. Это вчерашние механизаторы и рабочие люди, которые не все и стрелять умеют. И мы что, будем их атаковать? Профессиональной армией? Нет, конечно. Поэтому ничего он там стянуть не может. Я даже думаю, что если бы и начался этот конфликт с территорией Беларуси, Украине там нечего противопоставить, кроме беспилотников. Они бы атаковали наши гражданские объекты и наши предприятия. Нет у него людей. И это одна из особенностей этого года. Всегда дефицит был людей у одной, у другой стороны. У россиян есть этот дефицит, не такой, может быть, как в Украине, но есть. Но это главный вопрос этого конфликта. Люди закончились. В Украине есть чего бояться со стороны Беларуси? Абсолютно нечего. Они это знают. И военные это знают. Люди, народ Украины это знает. Но в силу политических каких-то амбиций эта тема подогревается. Я уже об этом сказал. Может быть, НАТО стоит за провокациями? Может быть, европейские союзники Украины заваривают кашу? Ну, я не скажу, что НАТО заваривает эту кашу. НАТО сейчас вмешиваться в эти процессы в Украине очень опасно. Нельзя. Могут спровоцировать не просто эскалацию, могут спровоцировать ядерный конфликт. А это все. Это как минимум гибель всей Европы, а то и всей планеты. Это даже невыгодно Соединенным Штатам Америки, которые находятся якобы далеко и за океаном. Это невыгодно никому. Поэтому я не думаю, что НАТО уж слишком, будучи заинтересованным в этом конфликте, заваривают эту кашу. Нет. Но, естественно, у них есть, и прежде всего среди военных, такое желание повоевать, погреть руки на войне. Некоторые страны себя ведут неадекватно, такие как наши соседи. Они абсолютно неадекватно себя ведут, рассчитывая на то, что если война начнется с Россией и Белоруссией, то воевать будут немцы, французы, может, американцы. Они где-то во втором эшелоне будут идти, как минимум. Так не будет. Американцы не дураки, западники тоже. Они любят, и вы это заметили, повоевать чужими руками. И издалека. А издалека не победишь. Поэтому кому-то хотелось бы спровоцировать какое-то противостояние в блоке НАТО. Но я не думаю, что это общее мнение руководителей государств, которые входят в состав НАТО. Вы можете, конечно, мне сказать и упрекнуть меня в том, что последнее заявление Большой Тройки, Франция, Германия, Великобритания и Зеленский присутствовал в Лондоне, заявление из 5 этих пунктов, где они предъявляют неприемлемые для России претензии. Ну, знаете, я долго думал над этими 5 пунктами, почему ведущие страны европейские требуют от России крайних мер, невыполнимых. Классика. Всегда в начале диалога, если они этого хотят, а, видимо, уже к этому склонны европейские государства, в начале этого диалога на переговорах задаешь самую высокую планку, чтобы потом можно было от этого отступить. Я думаю, это их позиция в начале переговоров.
Российская позиция также максимальная, она была заявлена. Но теперь надо сесть за стол переговоров и сблизить эти позиции. А чтобы сблизить позиции, надо идти на компромисс. Если мы хотим закончить эту войну. Одна сторона и другая. Вы говорите, что обе стороны должны идти на компромисс. Вот с вашей точки зрения, как будет выглядеть успешное завершение этих переговоров, успешная сделка? Успешная сделка будет только тогда, когда две стороны осознают все войны, столкновения, гибель людей в головах тех, кто принимает решения. Вот если они осознают с одной и с другой стороны, что все, тупик, дальше нельзя, дальше будет эскалация, и еще худшая будет ситуация. Вот если это в головах воюющих и сторонников их сложится, значит, можно достичь этого компромисса. Какие конкретные шаги могут быть сделаны для компромисса? У меня есть на это точка зрения. Я не хочу об этом говорить, потому что это будет решаться за столом переговоров. И не я это буду решать, а стороны, непосредственно вовлеченные в этот конфликт. Я знаю только одно, что сегодня надо использовать любые шаги для того, чтобы достичь через компромиссы мирного соглашения. Надолго. В начале этого конфликта вы предсказывали быструю победу России. Но недавно, вы даже нелестно высказывались о Зеленском, называли его мерзавцем, но недавно вы озвучили приглашение вступить в переговоры. Значит ли это, что Беларусь может играть роль посредника? Готовы ли вы выступить таким посредником в этом конфликте? И значит ли это, что косвенно таким образом признается, что Украина оказалась чуть более успешной в этом конфликте, чем виделось изначально? Первое. В начале, исходя из хода боевых действий, по ходу боевых действий, не только я, но и все в мире понимали, что война закончится быстро победой россиян. Это было связано прежде всего с тем, что россияне были в Киеве. Они были в Киеве, они зашли, особенно те части воинские, которые заходили с севера. Они были в Киеве. Но потом определенные политики и силы попросили Путина остановиться, отвести войска от Киева и заключить мирное соглашение. Видя такую ситуацию и то, что гибнет немало людей, и что война, будем откровенны, идет несколько не совсем по сценарию, который был прописан, Путин согласился и вывел свои передовые части из Киева. Помните, это было. До этого вывода все понимали, что дни Украины были сочтены. Многие считают, что это была ошибка россиян, которые, будучи в Киеве, части воинские были выведены. Но дело вкуса. Кто-то считает ошибкой, я считаю, что это были шаги россиян, направленные на восстановление мира между конфликтующими сторонами. Но после того, как россияне вывели войска из Киева, мира этого не последовало. Судите сами, кто прав, кто виноват в этом деле, но мы опирались, и я в том числе, на объективные вещи, которые происходили на поле боя. Если бы россияне не вывели, я полагаю, и наши военные представители Генштаба считают, что если бы россияне дальше продолжили наступление уже в Киеве, то там ни Зеленского, никого бы не осталось. В очередной раз, наверное, я знаю, эти силы обманули. Это был Ватикан и, что удивительно, израильтяне. Они от имени Зеленского заявляли, все, идем на мир, соглашаемся. И другие. Поэтому я исходил из этого. А дальше война затянулась. Уже 5-й год идет война. Никто цели не добился, но откровенно
россияне на поле боя более успешны и продвигаются. Они продвигаются. И если россиянам удастся окружить вот эту агломерацию, как они ее называют, и освободить или захватить часть Донецкой области, где окопались, и очень сильно окопались войска Украины, тоже дни будут их сочтены. Потому что основной костяк войск ВСУ Украины находится вот на этой части Донецкой области, Донбасса. Украинцы это понимают, людей не хватает, оружия так-сяк, но очень эффективно они действуют беспилотниками. Но и россияне достигли очень высокого уровня борьбы своими беспилотными летательными аппаратами. Вот и бьют. Бьют не на фронте по частям, а Россия ракетами и дронами по всей Украине наносит удар, а украинцы наносят удар и по мирным жителям, и по памятникам истории и культуры, вы это знаете, и не по нефтепереработке, по предприятиям, по всей России до Урала бьют беспилотниками. Вот такая война сейчас. Но на фронте шаг за шагом, методично россияне продвигаются вперед. Медленно, но продвигаются. Скажу откровенно, украинцы успешно порой обороняются на фронте, но они не так успешны, как россияне. Что касается критики Зеленского, ну, может быть, я где-то и переборщил, но это был ответ на его вот эти заявления непопад. Да у нас 500 целей, да мы знаем, где Лукашенко там находится, мы завтра ударом, ракетами, беспилотниками. Я молчал. Даже все удивлялись, что я молчал. Ну, я понимал, человек находится под таким прессом, молодой человек, неопытный, он не военный человек. Ну, может, что-то в голове там не сработало. Я молчал. Но когда мне начали угрожать, я вынужден был ответить. Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Может, мне и не надо было, учитывая то, что он все-таки воюет, может, мне и не надо было так резко говорить об этом. Но, с другой стороны, он должен понимать, что у нас часто говорят, как поют, так и отпевают. Поэтому надо быть аккуратнее и осторожней. Тем более он прекрасно понимает, еще раз подчеркиваю, что со стороны Беларуси, и особенно с моей стороны, каких-то военных действий ждать не стоит. С первых дней войны я ему предлагал, как договориться, как заключить мир. И если бы он меня тогда послушал в 1922 году, сегодня бы не было разговора о том, где остановиться, по линии соприкосновения или еще 13% неотвоеванного россиянами Донбасса отдать. Но он меня тогда не послушал. Поэтому ему надо успокоиться и принять это как должное. Не надо меня провоцировать, белорусов провоцировать, где в Беларуси у них очень много людей, которые хотят мира. Точно так, как он и украинцы. Посредничество. Терпеть этого не могу. Почему? Когда у нас обострились отношения между Западом и Беларусью, ну столько желающих быть посредниками было, очень много. Я тогда сказал, спасибо, не надо, мы без посредников попытаемся договориться. Поэтому я вообще не люблю это посредничество. С точки зрения философской, оказавшись между жерновами, тебя могут просто перетереть и выплюнуть. Мы знаем свое место. Мы не обладаем колоссальным ресурсом, допустим, как Китай или какие-то другие страны. Мы не хотим быть никакими посредниками. Мы очень заинтересованная сторона, потому что война идет практически у нас в огороде. Война у нас идет. Мы не хотим этой войны, потому что мы можем пострадать от этой войны так же, как страдают те же украинцы и россияне. И я изначально считал, что данный конфликт должен быть прекращен, и мирные договоренности должны быть между конфликтующими сторонами,
А дальше только мы, 3 славянских народа, договорившись, будем как-то расхлебывать эти последствия. Вот посмотрите, никакие американцы и европейцы туда вкладываться не будут. Это чужая для них земля. Поэтому нам надо пережить этот конфликт, сесть за стол переговоров втроем, Лукашенко, Путин и Зеленский, и договориться, остановиться и договориться, как будем преодолевать последствия этого конфликта. Мы должны решить этот вопрос. Это мною давно было предложено. Но я вижу, что это предложение не исчезло. Оно не забыто. И думаю, что Владимир Александрович Зеленский, не глупый же человек, наконец-то поймет, переступит он и другие через обиды, через амбиции, знаете, через смерть тысяч людей. И мы начнем договариваться, начнем думать о том, как сделать так, чтобы еще столько людей не погибло, чтобы восстановить для живых то, что можно восстановить, и упокоить мертвых. Все равно это придется делать. По-христиански, как у нас принято, и не только по-христиански. Это у любых народов, которые исповедуют любую веру. Нам надо двигаться в этом направлении. Мы обсудили с вами конфликт между Россией и Украиной, конфликт на Ближнем Востоке, и мы наблюдаем, что в Европе сейчас направляются огромные средства на милитаризацию, повышаются объемы производства в военной сфере, в некоторых странах даже говорят о том, чтобы возобновить обязательный призыв. И это чисто оборонительный ход, или это все-таки новая гонка вооружений? И если да, как это может отразиться на Беларуси? Это беда. Вот вы правильно характеризовали. Мы тратим сегодня огромные деньги на производство вооружений. Придем к миру. Дальше что? Ну, понятно, оружие можно оставить это и так далее, но что делать с производством, которое перепрофилировано? Мы с этим сталкивались. У нас этот процесс после распада Советского Союза в России особенно назывался конверсией. В результате вместо танков оружия начали кастрюли выпускать, тарелки, ложки, вилки. Что абсолютно недопустимо на высокотехнологичных предприятиях. А такие предприятия были в сфере ВПК. Поэтому, вот я говорю, а что потом? Ну, милитаризировались. Сейчас экономика поддерживается в основном за счет этой милитаризации. Но надо думать, а что потом? Все равно придем к миру. Все равно придем к тому, что нужны будут продукты питания, одежда, тракторы, автомобили гражданские, ну, все, что нужно для жизни людей. Но не автоматы, пулеметы и танки, самолеты. Поэтому это один из вопросов, который мы ни в коем случае не должны забывать. Что касается призыва всеобщей воинской повинности, ну, это вы так тонко сказали, это в основном сегодня вопрос Запада. У нас всеобщая воинская повинность, у нас как было, так и есть. Мы призываем всех тех, кто должен служить по возрасту. Поэтому для нас это не является проблемой. Есть у нас части, которые исключительно офицерского состава, где служат только контрактники. Мы к этому подошли разумно. Мы не отказывались от всеобщего призыва, но мы ввели контрактную службу там, где это надо. Кое-где отказались от всеобщего призыва, давайте всех на контракт. Сегодня надо других призывать, которые уже не хотят служить. Это тоже будет для Запада проблемой, призывать всех. А те, кто сейчас не служат, у них контрактная в основном служба, они уже и не хотят служить. Они столкнутся с этой проблемой. Опять надо переформатировать головы людей. На Западе это будет непросто. В Америке и в западных странах.
Ну и последнее вы спрашиваете, как в Беларуси. Я только что сказал, нас эта проблема не волнует в плане призыва. Нас волнует, чтобы не было эскалации, не было войны на территории Беларуси. Давайте поговорим немного об отношениях между Беларусью и США. Мы видим, что президент Трамп предпринимает шаги, чтобы эти отношения наладить. Снялись некоторые санкции, выпускают некоторых заключенных по договоренностям. Как вы думаете, может ли США оказать давление на некоторые европейские страны, к тому, чтобы и они пытались наладить отношения с Беларусью? Если, коротко говорить, если американцы захотят надавить, как вы сказали, надавить или повлиять на некоторые европейские страны, они это могут сделать. На некоторые страны они влияют. Это тоже в средствах массовой информации появлялось. Для нас это не очень существенно, для нас это не очень важно, скажем так, но то влияние американцев на некоторые страны, наши соседние. Но неплохо было бы, если бы американцы в этом плане нам помогли и с нашими соседями нормализовать отношения. Мы от любой помощи не отказываемся. Но я хочу, чтобы вы знали, мы ведь ведем диалог не только с американцами. Мы находимся в тесном контакте, пока не публичном пространстве, с представителями крупных европейских государств. И должен вам откровенно сказать, что первые контакты, которые у нас состоялись с официозом государств, вас удивит это, с Великобританией. 2 с лишним года тому назад. Мы обсуждали многие проблемы, в том числе конфликт, который есть в Украине, и я высказывал свою точку зрения, и потом встречался с новыми руководителями соответствующих ведомств Великобритании, которые признали, что я был прав. Но тогда тем путем, который я предлагал, в плане установления мира, не пошли. Ситуация усложнилась. Я тоже тогда предупреждал, что война такая вещь, которая может привести к непредсказуемым последствиям и результатам. Война может привести к совершенно алогичному ходу. Так и произошло. Поэтому мы с европейцами в контакте. И даже с некоторыми соседями, возьмите и ту же Литву, Польшу, и обмены людьми, которые были замешаны в шпионаже и противоправной деятельности в Беларуси антиконституционной, вы знаете эти обмены, были вовлечены руководители многих стран, в том числе и Дональд Трамп был вовлечен в этот переговорный процесс. Поэтому скажу так откровенно, целая каша заварилась. Мы с американцами начинали эти переговоры, мы готовы с ними вести эти переговоры, но на равных условиях. Нами командовать не получится. Мы готовы с европейцами говорить и разговариваем. Мы готовы вместе, чтобы американские представители и европейские стремились наладить с нами нормальное, взаимовыгодное сотрудничество. Уже все европейцы, американцы понимают, что такое сотрудничество должно быть. И уже более того, есть движение к этому сотрудничеству. Ну, надо, чтобы это продолжалось. Поэтому еще раз подчеркиваю, мы не только с американцами ведем переговоры, и не только за то, чтобы американцы, как вы сказали, надавили на европейцев. Было бы неплохо, я от этого не отказываюсь, но мы и с европейцами ведем диалог. Философия этого диалога заключается в том, что всякие конфликты, хорошие вещи и прочее, здесь у нас, это у нас в доме, европейском доме, Беларуси, Франции, Германии, Великобритании, Польши, это у нас, и мы должны решать эти проблемы. Если американцы смогут нам помочь в этом деле, ну, спасибо им, но это в нашем доме, и порядок в этом доме должны мы, прежде всего, наводить. И почему я поддерживаю Трампа в позиции по Украине, когда он говорит о европейцах? Это, говорит, в вашем доме война. Вы думаете, как ее прекратить? Прежде всего, вы думаете, а не надо надеяться, что американцы придут и расставят все фишки на места. Я тут абсолютно поддерживаю президента Соединенных Штатов Америки. Есть ли на горизонте планы встречи вашей с президентом Трампом?
Я это не отрицаю. Тем более, что я был приглашен на саммит мира, так называемый. Следующая такая встреча произойдет осенью. Я приглашен на эту встречу. Поэтому я не исключаю эту встречу. Но опять же, вот о чем всегда Путин говорит. Прежде чем встречаться с кем-то, особенно если главы государств встречаются, надо понимать, а что будет в результате. Что с Дональдом Трампом, встретившись, мы можем склеить, сварить, чтобы люди получили ответ. Ну, встретились, и что? Да, это не могут быть какие-то глобальные договоренности, но это будут договоренности, в том числе на основании компромиссов, чтобы развязать какие-то узлы, которые в последнее время созданы между двумя государствами, чтобы сделать так, чтобы улучшить наши отношения. Мы готовы к этому, и американцы, и мы готовы создать эти условия. Они должны быть всеобъемлющие. Не только, как вы сказали, заключенные, осужденные и так далее. Ну, слушайте, это на поверхности. У нас есть вопросы посольств, у нас есть вопросы экономического характера, финансового. У нас много вопросов. И эти вопросы должны быть в одном пакете, и в результате встречи двух президентов должны быть, ну, если не договоренности, хотя бы намеки на развязку этих вопросов. Mr. President, your time is very precious. If you will allow me just another couple of last questions. Я понимаю, что ваше время очень ценно, у меня осталось буквально пара последних вопросов. Вы упомянули свои добрые отношения со странами Персидского залива, и поэтому мой вопрос об отношениях с Королевством Саудовской Аравии. Какие есть планы по укреплению отношений? Мы знаем, что эти отношения расширяются, особенно в торгово-экономической сфере. И какие ближайшие цели вам бы хотелось в этих отношениях достичь? Вы знаете, страна, в которой вы живете, видимо, и работаете, могла бы очень серьезно сотрудничать с Беларусью. Почему? Потому что то, что есть в Беларуси, нет в Саудовской Аравии. То, что есть у Саудовской Аравии, не хватает у нас. Саудовская Аравия – страна с огромным запасом финансовых ресурсов. Но, какие бы они ни были богатые, в песках не произведешь достаточное количество продуктов питания, одежды и так далее. Если бы они инвестировали больше в Беларусь, торговали в большем объеме с нами, они бы могли быть более успешны. Как минимум в том, чтобы одеть, накормить людей и так далее. Ведь многое же вы закупаете. Саудиты многое же закупают за пределами своей страны в силу объективных причин. Этого как раз не хватает. Во-вторых, я не могу похвастаться, что мы туда слишком много продаем, что мы зашли со своими технологиями, которые даже нужны Саудовской Аравии, что в гуманитарных направлениях мы там продвинулись. Более того, из всех стран, которые расположены на Востоке, Ближнем Востоке, меньше всего мы сотрудничаем с Эр-Риядом. Ну, наверное, потому что мы не входим в зону их интересов, так как другие страны. Мы не обладаем, видимо, тем ресурсом, которым должны обладать, чтобы с ними тесно сотрудничать. Мы им недавно предложили, внесли свои предложения по активизации этого сотрудничества по всем направлениям. От сельского хозяйства до гуманитарных вопросов, образования, технологий и так далее. Потихоньку продвигаемся, но должен искренне сказать и честно, что не так, как хотелось бы. И дело не в нас, дело в Саудовской Аравии. С Эмиратами, Оманом, небольшими странами залива, Бахрейн, Кувейтом и так далее, у нас более продвинутые отношения, но могли бы быть и лучше. Вот сейчас мы планируем серьезно продвинуться в наших интересах, в интересах самого государства Оман. Очень серьезно. С Эмиратами у нас добрые отношения. Ну, естественно, с Ираном у нас всегда были хорошие отношения.
Но хотелось бы лучше. Есть куда двигаться. И планы определенные уже прописаны. То есть дорожные карты существуют. В ближайшее время нас закончить этот конфликт, это тоже в наших интересах, мы готовы продвигаться в этом направлении. Let's finish on a global perspective. There has been a dramatic shift in the global order. Давайте завершим это интервью вопросом такого глобального характера. Мы сейчас наблюдаем полный крах порядка, основанного на правилах. Мы наблюдаем скорее громкую политику «сперва Америка», мы видим рост влияния Китая и глобального юга в целом. Как Беларусь адаптируется к такой ситуации? И считаете ли вы, что мир стал безопаснее? Мир, к сожалению, не стал безопаснее. Я вначале говорил, что у меня так 50-50, 50 на 50, и настороженность, и оптимизм, и так далее. Мир в этом плане безопаснее не стал. Но и считать, что катастрофа ни в коем случае нельзя. Потому что слишком реально, если смотреть на мир, слишком много болтовни, слишком много информационной войны, которая, к счастью, не везде и не всегда перерастает в горячую войну. Поэтому не катастрофа. Что касается увеличения роли и значения Китая и глобального юга, это факт. И нам тут не надо перестраиваться. Господь нас подвиг к тому, что мы выстроили хорошие отношения с Китаем. После России это второй наш союзник. И мы заявили, наверное, если вы следите за мной, я говорил о странах дальней дуги, так называемые. Есть ближайшие страны, постсоветский рынок наш, постсоветское пространство, Европа, а есть страны дальней дуги. Это как раз страны глобального юга и прежде всего Африки. Ну, мы не такая гигантская страна, нам ведь много не надо. Но мы должны четко понимать, допустим, кроме Китая, потом других стран Юго-Восточной Азии, с Вьетнамом у нас хорошие отношения, с Мьянмой у нас хорошие отношения, с Индонезией, вот предстоящий визит мой будет, неплохие отношения выстроились. Мы туда и продаем, и технологии наши они просят. У нас с Северной Африкой, Египет, Ливия всегда были неплохие отношения. С Алжиром у нас выстраиваются хорошие отношения, то есть с Северной Африкой. Зимбабве, юго-восток Африки, точка входа на африканский континент. Недавно мы договорились с Ганой, мы торгуем с ними, в будущем мы имеем контракты на усиление торговли, но это уже западная точка нашего входа на африканский континент. То есть мы уже имеем сотрудничество с этими государствами. Оман помогает нам выстроить отношения с Танзанией, с Кенией у нас неплохие отношения. То есть нам не надо ничего переформатировать. Нам повезло, ну, может, интуитивно как-то, но мы эти точки давно нащупали. Главное сейчас активизироваться и сотрудничать с этими государствами. Там к нам хорошо относятся, там нас воспринимают. Очень активно мы работаем на индийском направлении. Пока я недоволен тем, как складываются белорусско-индийские отношения. А ведь индусы хорошо знали Беларусь как в составе Советского Союза. Поэтому мы к этому готовы. Поэтому нам относительно успешно вся эта переориентация помогла преодолеть санкционное давление. Поэтому мы спокойно себя чувствуем. Дай Бог, чтобы не было только войны. Как вы думаете, может быть, и другим странам стоит чему-то у Беларуси поучиться в плане такой адаптации к новой реальности? Мы открыты для этого. Мы для этого открыты. Если мы чего-то умеем, мы готовы услуги эти оказывать. Вот в Африку. Нас там ждут и принимают с удовольствием. Почему? Потому что мы туда не идем как колонизаторы и не идем с идеей прежде всего Беларусь, как некоторые, прежде всего Америка. Мы идем в Африку и думаем о том, что прежде всего Зимбабве, прежде всего Гана, Алжир,
прежде всего Африка. И мы не только торгуем с ними, поставляя свою технику, там, мы передаем им свои технологии, и самое главное, мы обучаем их людей. Вот техника, вот технологии, давайте к нам людей, мы будем обучать их. Наши специалисты приезжают туда и на месте обучают этих людей. Вот с такой философией мы идем в Африку, и они нас хорошо принимают. President Alexander Lukashenko, thank you so much for giving your time and speaking with us here on Господин Al президент, Arabiya большое спасибо, что уделили нам время, дали такое интервью и поговорили с нами на такой широкий спектр самых разных вопросов. Огромное спасибо. Но это не моя заслуга. Широкий спектр – это ваша заслуга. Вы так определили наш разговор.